Представители знака зодиака Лев, мои дорогие львы и львицы, здравствуйте. Таро расклад. Что спешит в вашу жизнь? Знаки судьбы. Давайте узнаем. Будем с вами реалистами. Но я надеюсь искренне, что мы с вами проведем приятное время. И с учетом нескольких важных планетарных транзитов и того, что нам с вами довелось прожить в эпоху перемен, давайте рассмотрим как альтернативные варианты возможные развития событий. Помним с вами, что карты – это лишь метафора наших житейских ситуаций. А жизнь не бывает полностью предсказуема и идет вперед, она никогда не идет назад, она никогда не стоит на месте, даже если нам так кажется, что все замерло. Это значит, мы в таких энергиях находимся в каком-то периоде времени, такое тоже бывает. И если это откликается в вашей душе, если это как-то синхронизируется с вами, все то, что я говорю, переложите, как могут действительно, какой оборот могут приобрести события. Первая карта, она как раз нам больше о сигнификации вас расскажет. Или тех событиях, которые происходят сейчас в вашей жизни. Несколько отличается наш этот расклад от всех предыдущих. А вторая карта, что вы получите, обстоятельства, в которых вы окажетесь, если будете продолжать в том же ключе, как видят карты. Что вы чувствуете или где-то интуитивные ваши подсказки о том, что спешит в вашу жизнь, как может развиваться ситуация, какие варианты. Что вам нужно знать для того, чтобы быть счастливыми. И здесь мы дополнительно достанем 3 карты. И первая будет называться «Физический комфорт», как видят карты. По крайней мере, к чему стремиться или что есть даже на данный момент. Уровень безопасности. И третья карта – уровень риска, который вы можете себе позволить в данный период времени. И дальше обстоятельства, которые внешние какие-то события на вас влияют. Или что или кто спешит в вашу жизнь, опять же. Окружение ваше. Как оно видит вас, или какие вопросы вам приходится решать в вашем социуме, или, может быть, с близкими, смотря что нам покажут карты. И знаки судьбы. В чем они? Как видят карты ваш период? Вы словно на выборе. Венера в Скорпионе. И это может быть, безусловно, личная жизнь, вопросы любви. Может быть, у кого-то творчество, развитие ваших талантов, но Венера в Скорпионе – это более такая дотошная Венера. Это когда нам хочется докопаться до сути. Или, может, себя хочется проявить каким-то наилучшим образом. Может быть, хочется, чтобы нами восхищались. Вот есть такой момент. Но 7 кубков, кубков 7, а выбрать нужно одно. В то же время вы именно в этой колоде, это как возможность, консолидация какая-то. Не случайно у нас ракушка изображена. Когда именно то время, когда самые лучшие ваши чаяния могут быть в реальной жизни воспроизведены. Или от правильного взаимодействия с людьми, или правильного, может быть, мои дорогие, решения некоторых вопросов будет развитие вашего будущего. Давайте мы откроем вторую карту и посмотрим, что вы получите. То есть вы сами никуда не спешите, некоторая пауза. Может быть, это вы сейчас где-то думаете о том, что так все хорошо начиналось, или что-то шло, как раз обещая вам, ну, для кого-то золотые горы или какое-то очень доброе развитие обстоятельств. И здесь вот тоже, как обстоятельства становятся на паузу. Что-то не определено. Но и с другой стороны, вы сами делаете выбор. Я могу сказать, что по этой карте за вами могут наблюдать. Или какая-то личная история, повторюсь, может проигрываться, которая это как отношения. Начиналось все красиво, а потом вдруг исчезло, пропало, или человек исчез. Или по каким-то необъяснимым причинам отношения становятся на паузу. Ну, давайте вторую карту мы открываем. Что вы получите? Вы, по сути дела, ждете. Что вы получите? Может быть, поэтому вы и смотрите расклад. Да, здесь будут перемены. Есть все-таки обстоятельства или внешние события. Может быть, это, ну, как колесо истории, мировой истории. Мы с вами как раз и живем в эпоху перемены по карте колесница. Будь готов к неожиданностям. Это сам по себе драйв жизненный. И для кого-то это может означать переезд. Или какую-то поездку. Или когда вы задумаете
поменять работу. Может быть, вы поменяли недавно, значит, какие-то новые перспективы, возможности у вас, у самих могут, как план какое-то действие созреть. Может быть, по этой карте будет и какое-то важное предложение или сообщение. И это некоторым образом подтолкнет вас для того, чтобы вы, ну, словно перемахнули. Обратите внимание, в правом верхнем углу буква иврита, она звучит как хет. И хоть я думала, что она как забор, меня уже поправили. Мои дорогие, кто знает иврит хорошо, тот, кто говорит на нем, я на нем не говорю. И это не забор, а стена. Но имеется в виду перемахнуть какую-то преграду. Вот для вас будет важно перемахнуть какую-то преграду. Может быть, это вы сейчас, словно перед прыжком. Как пума, мои дорогие. Или лев. Почему нет, правда? Все из семейства кошачьих. Готовитесь перед этим прыжком сделать квантовый скачок. И вы, вот эти 7 кубков будут означать, когда вы готовы к тому, что даже если обстоятельства начнут меняться, я хочу по максимуму себе для пользы что-то использовать, употребить или ухватить жар-птицу за хвост. Вот где-то это по колеснице тоже проходит. Не должно быть какого-то застоя. Поэтому если вы сейчас действительно словно приготовились в низком старте, перед прыжком, тогда это самая правильная позиция. Если мы ничего не меняем, ведь эта карта иногда говорит об иллюзиях, тогда мы можем упустить какую-то возможность. Вот тогда говорят именно так. Но драйв, безусловно, движение какое-то будет. Давайте мою третью карту, и что же вы чувствуете именно, если как перемены. И 8 кубков, обратите внимание, человек идет наверх. И причем он как образ нам изображен. Здесь ни о каких материальных благах нам не говорят. Это какая-то, ну, знаете, как высшая идея. Или какая-то ваша задумка осуществить какой-то план. Вы с чем-то будете определяться. Как минимум до конца года. Может быть, и обстоятельства, опять же, будут для вас так складываться. И вы где-то, мои дорогие львы и львицы, интуитивно чувствуете, что сейчас будут как раз какие-то возможности. И вы, может быть, и не просто замерли, а приготовились не упустить какой-то важный момент. И, может быть, как раз ноябрь, вторая половина или последняя декада, где-то окончание, и декабрь для вас откроют новые перспективы. И вот тогда придется действовать. Словно вы сейчас, будем говорить так, в каком-то, даже если стопоре, или в какой-то неподвижности, или когда все идет своим чередом, но все это где-то знакомо уже, то врываются какие-то новости, события, обстоятельства, когда вы делаете как раз выбор, очень важный, или находите какой-то важный вывод по вашему вопросу, и вы можете оставить даже что-то. Ведь человек идет наверх, обратите внимание, на него ничто не давлеет. И, повторюсь, нет какого-то материализма. Значит, может быть, для кого-то из вас, что вы чувствуете? Вы можете чувствовать даже, что мне придется оставить, к примеру, то место моего пребывания, где я теперь нахожусь, или мне придется оставить мою должность, или мне придется как-то себя перестроить совершенно на новый лад, потому что этого требуют обстоятельства или какой-то важный вопрос, который определенно должен у вас решиться. А вот теперь эти 3 карты я хочу немножко прояснить, чего это может касаться или какие энергии вы можете прочувствовать наиболее остро. Как вы, ваши планы, ваши намерения, цели и, ну, где-то и обстоятельства, коль нам выпадает аркан колесница. То есть это то, что мы можем как раз получить. Да, вообще нужно приготовиться к тому, что карта башня, меня смотрят люди из разных стран, это может быть ситуация опасности. С другой стороны, все же первая карта в колодах Таро башня, это предполагалась старая тюрьма. Та, которая нам казалось, что вот вроде стены есть, ну, и я могу как-то тут проживать, находиться. И вот эта башня рушится, или тюрьма. И нет этих стен, с одной стороны, за которых мы можем подержаться. Может быть, мы прежде думали, что это какая-то крепость-цитадель. Или наше уверенное место пребывания. На самом деле, может быть, это было промежуточное место пребывания. Или по судьбе нам выпало идти дальше. Вот с одной стороны, какие-то барьеры, оковы рушатся.
и открывают перед вами перспективы. Но это полная неожиданность. Это может быть такая ситуация, к которой мы не готовы. Мои дорогие, какую-то возможность не упустить. Я всегда говорю, ведь по башне это тоже своего рода проходит трансформация. И успеть запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда. Вот тут, правда, вы где-то можете все то, что я уже говорила, либо предвкушать, либо интуитивно чувствовать, что вот какой-то, как эпоха перемен. Или это может быть у кого-то банальная ситуация на работе, когда там тоже что-то меняется. И может быть это с отъездом человека какого-то будет связано, или с переходом человека на другую должность, на другую работу. И для вас это перспективы. И пусть для всего коллектива это некоторый траур. Я вот, кстати, могу такое себе предположить. А для вас это как раз вот та колесница, когда вы можете какую-то преграду перемахнуть. Как будто один прыжок или одно какое-то важное действие, одно важное решение кардинально может изменить вашу жизнь. Вы зависите от обстоятельств, это правда. Но нам выпадает король кубков, у кого-то это подобная ситуация по отношениям, вам придется решать что-то по отношениям. Все зависит, конечно, у каждого от своей концепции. Кто-то один или одна. И, может быть, были отношения или есть они. Ни шатка, ни валка, ничего не понятно. Когда не то иллюзии, не то какой-то пролапс. И, значит, больше конкретики будет в ваших отношениях до конца декабря. Что это может быть еще? Но все же вот у кого-то личная жизнь, у кого-то конкретно деньги. Работа у тебя все получится. И я должна сказать, что личная жизнь это тоже своего рода работа. И те, кто люди семейные, со мной согласятся, потому что зачастую это мы должны, ну, где-то адаптироваться к партнеру. Потому что двое разных людей сходятся. И настаивать на чем-то своем, это значит упереться в стену. А нам вот как раз эту стену предстоит преодолеть. Может быть, найти что-то общее. А для кого-то из вас, кстати, в парах, пусть это даже вы не расписаны, допустим, да, или не оформлены ваши отношения, здесь может быть как новый бизнес, семейный бизнес, или какой-то, ну, ваша задумка именно внутри вашей пары. Вот ваши какие-то вдвоем уже планы на будущее, когда вы вдвоем будете не просто, может быть, муж и жена или партнеры по личной жизни, а когда вы переходите в ранг друзей и бизнес-партнеров, потому что, посмотрите, личная жизнь и деньги идут рука об руку. Или какой-то иной вопрос, который будет одновременно касаться и денег, и вопросов чувств. И, кстати, король кубков это тот, который единственный в колоде человек, или, ну, как олицетворение человека, который умеет правильно провести аналогию между материализмом и как раз эмоции и чувства. Там, где эмоции и чувства нужны, это опять же наша любовная какая-то история или личная, то там это со знаком плюс. Но когда вопрос касается каких-то рациональных или материальных решений, финансовых вопросов, то эти эмоции только могут помешать. Поэтому вам придется переключать себя где-то между работой и личной жизнью. Или, вот как я сказала, даже если вы надумаете, как личное творчество, бизнес, развитие какого-то проекта с вашим любимым человеком, значит, не забывайте, что эмоции в некоторых пунктуальных, может быть, вопросах вам могут помешать. Какая-то вот ваша именно стратегия, тактика по части финансов или правильных действий, она должна быть все же озвучена. Но как будто работать придется. Вообще, в принципе, этот период, мои дорогие львы и львицы, работа есть, работа будет, и деньги будут тоже. Профессиональный рост в любом варианте до конца года вам как будто обеспечен. Но будет и что-то меняться. Для вас открывая как раз новые перспективы. Хорошо, давайте мы рассмотрим следующую карту, и это у нас «Что вам нужно или важно знать?». Королева кубков, правда, личная жизнь, все же это карта любящего человека, она не на последнем месте. И для тех, кто один или одна, ну, кто знает, может быть, и подумать, если затянулось ваше одиночество, может быть, буквально вот сделать этот тоже квантовый скачок, отправиться в путешествие, или, может быть, записаться на курсы и начать изучать то, что вам всегда хотелось, может быть, изучать. И у кого-то это будет банально, у кого-то язык, у кого-то, может быть, компьютерная какая-то грамотность или финансовая, может быть, грамотность.
или, ну, еще какое-то направление, может быть, чисто по творчеству, и вы можете найти как и новый социум, новых друзей, новое общение. И через это общение к вам может прийти человек. Вы должны наполниться вдохновением, что вам нужно знать. Для вас именно какая-то высшая цель, мы уже говорили об этом, имеет значение на последующий период жизни. Это то, что спешит через какие-то обстоятельства в вашу жизнь, пытаясь изменить какую-то концепцию основную. Когда вот есть в нашей жизни, мы говорим, цена, а есть ценности. Так вот, какие-то ценности, они у вас могут меняться. Или какие-то ваши задачи, которые вы поставите перед собой, может быть, как мечта. Чем-то вы будете заниматься, и это будет вас как и внутренне вдохновлять, где-то и успокаивать. Правда, когда мы занимаемся любимым творчеством или пусть каким-то любимым делом, то, что нас вдохновляет, поверьте, действительно, мы можем пропустить и апокалипсис, потому что мы заняты. И мы не замечаем каких-то превратностей, они никуда не уходят в нашей жизни. Но мы не эмоционально это воспринимаем. Вот тот король кубков, который перевернулся или который я достала, он как раз об этом тоже говорит. Поэтому это новая концепция жизни. Ну, давайте вот те карты, которые мы достали, и связаны у нас будут физический комфорт. Это вот первая карта, карта Солнца. Да, я вам смело скажу, мои дорогие, и не просто Солнце, а тут вот светило, знак буквально светило. И о чем нам говорит эта карта? Слушайте себя внимательно. Вам интуиция будет, безусловно, подсказывать правильный выход из тех или иных ситуаций. С одной стороны, это карта эго, и нам захочется настаивать на своем, но будьте внимательны к посылам собственной души. Может быть, и будут и ситуации, когда иллюзорность вам может помешать. Иллюзорность даже в плане того, что вот я хочу, чтобы именно случилось так и без каких-то там вариантов. Но будьте гибче. В этом плане вы больше для себя сумеете достичь. Но еще и карта Солнца, если мы спросили про физический комфорт. Сил как раз у вас будет достаточно осуществить какой-то проект. Но еще и подсказка. Идите в ту сторону, где ваше хорошо. Задавайте себе вопросы. Если я буду заниматься этим делом, через полгода мне будет хорошо. А через месяц? А через пару недель? И вот идите, если вы отвечаете на эти вопросы с точкой «да», значит, это где-то ваше правильное направление. Здесь в целом за ноябрь-декабрь вы определяетесь с правильным направлением, потому что карта Солнца – это выбор правильного направления и одновременно тот выбор, который вы сделаете теперь, или что вы поставите как задачу на первое место. Вы будете этим заниматься последующие 6-8 месяцев. И это будет как ваше Солнце. И дальше деньги. И причем здесь, когда у нас все получается, Венера, причем в Деве. Очень рациональная какая-то Венера или ваше рациональное именно отношение к деньгам, к вашему заработку или правильное распределение средств. В принципе, деньги есть, деньги будут, деньгами вы останетесь довольны. И опять же выбор, карта влюбленная – это выбор или какая-то личная история. И если мы спросили уровень безопасности как раз в деньгах. Вот в деньгах есть возможность даже новую концепцию финансов для себя заложить на будущее. И если есть сейчас какие-то бреши финансовые, закрыть. Поэтому в безопасности как бы ничего не угрожает. И несмотря на то, что башня выпала, значит какой-то минус, который как внешние обстоятельства, мои дорогие львы и львицы, вам играет на руку. Но уровень риска. Вы должны понимать, куда вы идете. Какой-то выбор вам придется делать. А для кого-то из вас, может быть, вы оцените какие-то прежние отношения. Насколько я рискую, продолжая их. И это может быть связано с какими-то иллюзиями, мои дорогие. В иллюзиях я нахожусь или в реальности? Вот такой вопрос себе, как уровень, чтобы оценить уровень риска. Вам нужно быть реалистами. Будут и те темы, где вы не можете именно цену или деньги поставить на первое место. Потому что это наше творчество, вдохновение, или это тот путь, который мы готовы пройти буквально налегке и в одиночку. Может быть, спросите, насколько глубоко или далеко я готов зайти в отношениях? Может быть и так. А если вопрос стоит о переезде или о перемещении, или о перемещении, может быть, по работе, ну вот какое-то важное решение, то тогда тоже нужно спросить,
какие бонусы получу. Может быть, есть смысл рассмотреть какие-то или поискать альтернативные варианты для того, чтобы решить ряд вопросов, но от чего-то не отказаться. И такое тоже могу предположить. Давайте будем идти дальше. И обстоятельства, которые спешит в вашу жизнь. Вы знаете, приятные эмоции, признание в любви, какое-то вдохновение, правда, к вам приходит. Может быть, внимание вашего любимого человека или просто какие-то знаки внимания. Хорошее настроение или для кого-то из вас может быть и новое знакомство. Может быть, это новый знакомый, который желает с вами познакомиться поближе. И карта нам говорит, что спешит в твою жизнь. Вот какая-то радость, она спешит. И успей просто насладиться моментом или успей порадоваться за самого себя. Успей, может быть, даже какими-то знаками внимания, как вдохновиться или допустить хотя бы, что в нашей жизни случаются какие-то приятные неожиданности. Да, нам придется потом как-то отстраивать свое благополучие или, может быть, отношения, которые, может быть, будут потом развиваться в каком-то своем ключе. Но пока и карта говорит, ты не забегай вперед, проживай каждый день, задавая себе вопрос, что для меня сейчас хорошо. А дальше будет видно. Поэтому, наверное, вот этот период, ноябрь-декабрь, нужно прожить максимально, как бы находясь каждый день в той реальности, которая вас окружает. Вот такой совет. Как же или что спешит на ваш порог с окружением, это будет связано. И правда, по тузу кубков. Я могу немного забегая вперед, поскольку рыцарь кубков, а следом идет туз кубков. Это какое-то, может быть, мимолетное даже знакомство, я могу это предположить, которое в последующем все же будет развиваться. Какие-то приятные эмоции или у кого-то, мои дорогие, туз кубков, это ведь и могут быть какие-то личные достижения. Это ведь, по сути дела, аркан нашей наполненности. Когда мы занимаемся любимым делом или получаем какой-то итог, может быть, даже материальный, нас тоже это где-то эмоционально очень подкрепляет и радует. Поэтому, безусловно, окружение вообще, в принципе, оно будет более лояльно. Или, может быть, даже башня выпадала, как какие-то действительно ограничения, оковы или то, что вас сдерживало. Может быть, у кого-то проиграться банально. Был какой-то персонаж, который вам действовал на нервы, мои дорогие львы и львицы. Либо вы его перестанете замечать, либо у вас появятся какие-то новые приоритеты, интересы, либо он сам исчезнет. Может быть, на другую работу, например, перейдет, если это было связано с вашим социумом. Или когда вы сами измените свой социум. Может быть, окажетесь на ступень выше от той должности, к примеру, на которой вы находитесь сейчас. Знаки судьбы, каковы же они? Выбрать правильное направление. Нам в этой колоде говорят, что человек словно замер, обратите внимание, и он видит один кубок наполненный. И причем этот кубок, он не в реальности. В реальности вот перед ним стоят 3 пустые. И для него нужно как раз сменить как будто направление ваших интересов, ваших приоритетов, но не остаться в какой-то неподвижности. Как будто что-то уже проиграно и не может быть осуществлено заново. Есть что-то из прошлого, что вам даже не хочется, может быть, и вспоминать. Но где-то все-таки 4 кубков говорит о том, что мы бездействуем. Поэтому знаки судьбы. Вот отличайте, если это вынужденное какое-то, ну как прелюдия, или я сказала, вы словно перед прыжком. Вы понимаете, что вот-вот что-то будет меняться. Вы именно ждете, вот так цепко хватая какую-то реальность или обстоятельства, или конкретный какой-то вопрос, когда словно будет пора действовать. Но мы не можем надолго застрять. А по идее, как раз-таки можем. Знаки судьбы в том, чтобы вы не застряли, ну, видимо, период будет неплохой достаточно, мои дорогие. Ноябрь-декабрь. Заработки будут какие-то приятные события. Будет и то, что, ну, наполнит вас силой, безусловно, все-таки аркан Солнца. Но вот как будто все эти бонусы или какие-то приятности нужно переложить на какое-то развитие. Вот такой знак вам свыше, или что спешит вашу жизнь. Тут что-то новое. И это выбор вы сами делаете. Не обстоятельства, не окружающие делают за вас этот выбор.
А вы сами к этому движетесь. Знаки судьбы. В чем они? Ваше новое решение по пажу жезлов. Это могут быть еще какие-то темы, связанные с вашими детьми. Но по пажу жезлов все-таки это мы что-то новое изучаем. И правда, может быть, вам придется, чтобы развить свой какой-то талант, изучить что-либо новое. Может быть, это вот язык, который вы изучаете, или какие-то дополнительные знания получаете, и это вас делают более перспективным специалистом или более востребованным на рынке труда. Или пусть это ваш бизнес. Значит, это какая-то новая концепция бизнеса. Какие-то изменения, может быть, детальные, но они должны быть внесены. Не можем мы смотреть в одном каком-то прежнем направлении и не видеть того, что мир меняется, обстоятельства меняются. Знаки судьбы. Тут может быть и новость. Есть, вот посмотрите, есть и то, жезлы. Дела, работа, бизнес и деньги. Может быть, есть какая-то концепция по девятке жезлов, когда нам говорят, ты уже в каком-то пункте. Может быть, это отношения или это дело. Ты уже сделал все, что мог. И тебе совершенно необходимо вот что-то новое, иначе перемен никаких не предвидится. Или какой-то проект не будет продвигаться. Может быть, как бизнес будет, ну, где-то так со скрипом развиваться. А вот нужно что-то обдавить, буквально. Знаки судьбы. Но больше не достаю. Праздник после победы. 4 жезлов. И очень символично, что вопросы благополучия, знак Венеры, в Овне. А Овен это у нас Марс. И пока я делаю этот расклад, Марс у нас как раз в вашем знаке зодиака, мои дорогие, по конец ноября. Поэтому, наверное, конец даже ноября может быть как ваше решение. Может быть, это не именно как вы уже что-то доведете до точки. Но точно могу сказать, вы с чем-то определитесь. В сторону вашего хорошо. Ждите хороших событий. Но помните, расслабиться вы не можете. Вы не можете, словно уставившись в одном направлении, упустить какие-то новые возможности. Вам придется и принять любую информацию, которая придет на ваш порог. Или вам придется сталкиваться с разными людьми и где-то себя адаптировать, организовывать каким-то новым реалиям. Но для вас это словно путь наверх. Путь к счастью, путь к солнцу, путь к любви. У кого-то и так. Тут какая-то глобальная перезагрузка. Волшебная карта 4 жезлов – это как вот врата в наши возможности и в новые качества жизни. Вот такие подсказки дают вам карты. Может быть, и подсказки это приходят через какие-то реальные события в вашей жизни. Правильные действия, мои дорогие. И абсолютная вера в собственные силы. Где-то, может быть, и компромиссы. Не без этого. Все многое зависит от нас самих и как мы сумеем договориться. Потому что какой-то ваш очень важный план должен быть, но как важное решение принято ноябрь-декабрь, а в последующем вы этому будете уделять 6-8 месяцев, уже, может быть, заходом на 2025 год. И это будет развитие означать, может быть, как решение финансовых вопросов, так и вашей личной жизни. Перекладывайте на себя, мои дорогие, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.